Где найти женщину-гида в Тбилиси? Ну, в Тбилиси, неважно, Батуми, Грузия. Где найти женщину-гида? Мадлоба. Поделюсь своим опытом, потому что здесь спрашивает у нас брутальный Петя, нужен гид в Тбилиси, женщина из местных, куда обратиться? Петя, я тебя прекрасно понимаю, потому что здесь я уже прошел целый путь, потому что я хотел, когда моя семья прилетела в Тбилиси, я очень хотел, чтобы моя семья, пока ждала меня, 2-3 дня, погуляла по городу, им показали этот город. Гид – это то, что вам нужно обязательно, потому что совершить прогулку, пешую прогулку по Тбилиси, да еще с гидом, это очень и очень классно. Сразу первая мысль – обратиться в туристическое агентство, либо какой-то сервис. Но Грузия – страна контрастов. Здесь очень хорошо работает только единственная реклама. Эта реклама называется сарафанное радио. И вот это замечательное сарафанное радио вы можете настроить для себя, то есть настроиться на волну этого сарафанного радио именно в Фейсбуке. Потому что вся Грузия сидит в Фейсбуке. И различные группы в Фейсбуке, барахолки, или другие группы, они пестрят предложениями. Но под лежачий камень вода не течет, и поэтому вы, дорогие мои, перед поездкой в Грузию лучше всего обратите на себя внимание и начинайте размещать посты в этих группах, грузинских группах, о том, что вы ищете гида. И как это делал я? Я разместил свои посты в этих группах, огромное количество групп, и потом пошел принимать ответы. Но сразу я для себя четко поставил критерий. Мне гид должен понравиться с первого письма. Ну, что стоит того, что когда начинает гид там узнавать, там типа, вот, или сразу пишут ценник, не зная ни для чего, какая история, какой язык, какие места хочу посмотреть. То есть не узнавая у меня, мне сразу там ценник типа 50 лари в час, там, или 50 лари в день, там есть машина, все покажу, расскажу. Ну, такие заезженные, замыленные фразы. Я, как человек, который работает довольно давно, больше 15 лет, понимаю, что это шаблонный ответ и просто шпуляют всем подряд. Другое дело, когда мне писали лично. Например, Александр, здравствуйте, а подскажите, когда вы будете в Тбилиси, сколько лет вашему ребенку, какие больше места любит там ваша супруга, что вы знаете уже о Тбилиси, куда бы вы хотели, сколько времени у вас есть, готовы ли к пешим прогулкам или нужна машина, интересно ли вам посмотреть места там паломнические, религиозные, да, либо вам надо как бы история Грузии, то есть куда вам больше, история там Тбилиси, либо там какие-то там, то есть люди узнавали, и я понимаю, что на том конце стоит или там сидит профессионал. Теперь про цены. Стоимость плюс-минус одинаковая. Если разобраться, то огромное количество гидов, и Грузия это славится тем, что здесь много гидов, на русском языке, на английском языке, огромное количество погружают вас буквально в историю Тбилиси, в историю города, в историю страны, в историю народа многовековую. То есть как бы это тут вообще бесспорно, потому что как бы Грузия это, наверное, еще в древности Колхида, да, куда приезжали там или прилетали там эти, как его, приплывали аргонавты там за руном, да, и вот эта вот Грузия, это то, где огромное количество историй, огромное количество легенд связано с местами. Я вас уверяю, найти хорошего гида очень и очень просто, но для этого вам надо постараться. Потратить на это хотя бы час своего времени, чтобы потом пару дней просто наслаждаться погружением в историю, погружением в интересную многовековую историю города, Грузии, традиции, их обычаи, различные места, потому что сами вы не находите. То есть надо, чтобы кто-то был такой своеобразный проводырь. И сейчас, особенно сейчас, да, в Грузии огромное количество предложений. Предложений на любой вкус. Туркомпаний, что касается их, огромное количество. Мы в каталоге Мадлоба сделали каталог гидов, каталог туркомпаний, но мое личное убеждение – это искать себе личного гида. То есть искать не того, кого вам посоветуют, либо там вот Вася, там типа Гиви хороший, там, или там вот Манана классная. Да? Ну, классная для кого? То есть вы Гид – это тот человек, которому вы посвятите 2 или 3 дня своей жизни.
Можно взять одну экскурсию и попробовать. То есть, опять же, есть вариант, мы брали 3 разных гида. Очень классно, потому что люди есть, рассказывают, и у тебя 3-4 часа пролетает как 1 час от слова незаметно. Тбилиси – это удивительный город, но вы вряд ли поймете его без гида, как и Батуми. То есть Батуми вроде бы здесь все просто, вроде бы здесь все набережная, город, но у каждого сквера, у каждой улицы, у каждого буквально дома есть своя история. Гиды – это те люди, которые проводники по этим историям, поэтому, друзья мои, если хотите себе бесподобные вечера, если хотите себе массу впечатлений, если хотите себе очень классные, яркие воспоминания о Грузии, не забывайте прийти в каталог Мадлоба, ссылочка будет ниже, посмотреть гидов, выбрать себе или пойти еще на связь с этим гидом, поговорить с ним перед тем, как показывать. Опять же, чтобы не было каких-то недопониманий, я крайне не рекомендую вам обращаться в туркомпании, потому что если вы прилетаете или приезжаете с семьей, то выбирать гида в 2021 году, 2022, 2023, думаю, еще можно и в Фейсбуке, и в каталоге Мадлоба. Спасибо за внимание, до свидания.